можно же понимать, так, а какой есть альтернативный вариант, если там через 5 лет окажется, что он мудак? Ну, может быть, да, такое? Что я буду делать? Если ты не подумала об этом, Ну, все наверное, могут ты об этом не- подумать, потому что Ну, для ты тебя это не норма, прикладывать знаешь, Так это если видишь тогда проблема. Hey guys, today we have an interesting episode, men versus women. Oh, this is so controversial. A lot of things to be talked about. Let me know what you think in the comments. If you agree, step forward. If you disagree, stay where you are. I believe men and women can perform the same roles effectively. Я согласна с этим утверждением, потому что у женщин и мужчин одинаковая умственная деятельность. Мы получаем образование на равных условиях. Есть сильные мужчины, есть сильные женщины. Так есть и слабые мужчины, и слабые женщины. И работать нужно по мере своих возможностей и независимо от пола. Все зависит от контекста и что мы понимаем под понятием эффективности вообще. Просто когда это заходит на территорию коллективной ответственности, в целом об этом сложно говорить, потому что среднестатистическая женщина-шахтер, вряд ли она будет настолько полезна, как среднестатистический мужчина-шахтер. И поэтому, не разбираясь, понятно, почему там какие-то профессии в определенных, не всегда развитых странах заблокированы для женщин. Потому что людям лень с этим разбираться, и не так много женщин, которые могут отстоять эти права, и они, в принципе, не всегда в этом заинтересованы, да? Но если какие-то женщина, в принципе, если она осознанно хочет и может находиться в шахте, добывать уголь, и кому-то от этого будет хорошо, значит, она эффективна. Вот, поэтому, да. Вопрос статистики. Действительно, физический труд может выполнять женщина. И, в принципе, достаточно хорошо. Абсолютно это будет справляться с этим. Но сделает ли это какое-то огромное количество людей, женщин конкретно счастливыми? Не всегда. Может, но надо ли ей это? Вот в чем вопрос, мне кажется. Но технически может, но вот с суррогатными матерями это тяжелее. Мне кажется, мужчина вряд ли сможет. Ну, это не совсем правда, на самом деле. Если мы об этом говорим, то... А женщина не может быть донором спермы. Да. Но при этом они выполняют условно за счет своего пола оба роль это ж не профессия. в появлении ребенка. Это может быть. Там короткая карьера, мне кажется. Но идея заключается в том, что это такой вот очень грубый пример. Но решать, нужно ли ей это? Это она будет решать, окей. Да, это в этом плане. Для меня здесь имеет ли право? Наверное, много имеет. А может ли быть счастливым человек, не выполняя деятельность, которая не соответствует его природе? На мой взгляд, нет. Поэтому нужда может заставить нас делать все, что угодно. Имеем ли право вылазить из этой нужды таким образом, не занимаясь не тем делом, что мне нравится? Наверное, имеем. Но насколько я буду счастливым от этого, это для меня вопрос, а для меня это важно. Поэтому для меня важно, чтобы человек шел туда, куда его тянет, куда ему реально хочется. Я как-то мало верю в то, что женщину очень сильно тянет в шахту от хорошей жизни. Скорее всего, не от хорошей жизни. Я тоже не могу понять. Поэтому это не значит, что всех женщин нужно загнать, если им надо загнать в шахты. Да? То есть вы спасаете мужчин таким образом, чтобы в шахту не... Например, после Второй мировой войны все шахты восстанавливали женщины. При определенных обстоятельствах нужда нас загоняет куда угодно, и мы вместе будем делать что угодно, кроме биологических каких-то вещей. Мы говорим о эффективности. Здесь каждый говорит о своем. И у Но каждого вопрос своё. Эффективность. Эффективность, и точно так же эффективность, да, физический труд. Например, есть физический труд, который лучше женщины будут выполнять. Например, монотонный, длительный, повторяющийся, на земле работать. Вот часто женщины лучше работают там. А и физический труд, где нужно много силы быстро, а потом истощение происходит, там мужчины, да, допустим, они могут. Поэтому и на физическом труде могут быть разные, по ситуации могут разные ситуации быть. И в качестве должности тоже. Если в армии где-нибудь есть сплошные мужики, и они будут постоянно оголять свои торсы, потные и все так дальше, и будет все равно, как там начальник себе думает, то как-то тоже будет чуть-чуть дискомфортно, наверное, женщине. Или как-то роль будет ей сложно разделить, где она женщина, а где она командир.
иногда вот разные... Но это социальный фактор, то, как нас воспринимают другие, и он как бы обоснован вот нашей патриархальной культурой. Если женщина будет воспринимать и в армии нормально, и на шахте нормально, то таких проблем просто уже и не будет. Если бы было разрешено, вряд ли много женщин сразу бы побежали на шахту зарабатывать. Ну, давайте о шахтах Скорее поговорим. Нет, ну... Нет, ну, Нет, ну, нет? пошли бы, кто-то бы пошел. Кто-то бы пошел. Вообще нет проблем. И как бы в чем проблема их уволить, если они неэффективны? Потом, через условный испытательный В том, срок. что они скажут, что я эффективна была, просто я Нет, женщина, и ты меня ненавидишь. Есть статистика. Ну, есть статистика. Нет, Ну, статистика есть есть. определенный Они, показатель, женщины да, точно конечно. так же эффективно Конечно. работали, как мужчины на шахтах. И женщин было больше в шахтах, а мужчины работали на поверхности, в офисах. И Обязательно. получали зарплату больше, чем женщины в шахтах работали своими кирками. Их не должно быть обязательно больше. И, в принципе, я считаю, не важно, сколько... Нет, ну мы-то какое говорим о процентное эффективности. соотношение. Да, просто, ну, наверное, вот такой ярый, резкий запрет, он не совсем правильный, как мне кажется. Ну, Потому женщина что... взрослый, дееспособный человек, который может сам решить, что ему нужно. Да, если что это ему маленький можно, городок. И как бы никто не Там Нет, же нужно где девушкам решать. пусть решают. Эффективно, ну, в долгосроке, наверное, все-таки среднестатистический мужчина чуть-чуть более эффективно будет делать тяжелый физический труд, но тем не менее женщина будет его делать good enough, как говорится, ну, то есть вполне нормально, абсолютно хватая. Тут может для покрывать. подключиться опять социальный фактор, где женщине приходится доказывать, что она может быть равной, а мужчина, он и так считает себя хорошим работником и будет как-то хуже работать. Здесь очень сложно. Society gives more attention to people on the other side. Я думаю, что такое понятие, как внимание, конечно, невозможно измерить количественно, но если измерять качественно, то очевидно, что в патриархальном мире, где большинство таких серьезных должностей, там, политика, спорт и так далее ассоциируется с мужчинами, то логично, что им приділяється больше внимания. Ну и, в принципе, в политике больше мужчин. У нас, например, в Украине парламент это состоит на 80% из мужчин, соответственно, их тоже освещают сильнее. В общем, как-то так. Да, я согласна. Я, в общем, какую штуку хотел сказать, там было время подумать, пока мы стояли, что сейчас вообще общество создает так много информации, прям колоссально много, что всю ее как-то обуздать и всю посмотреть невозможно. Это не советское время, когда 2 канала, и они, по сути, сами по себе есть СМИ, и вот они решают, что сейчас освещается в обществе. Нет, сейчас это не так работает. Сейчас каждый человек, по сути, все, что он выбирает, он подстраивает под себя ту информацию, которую он получает. Поэтому вообще, в принципе, говорить о том, что в целом в обществе, невозможно понять, что такое в целом в обществе, какому полу уделяется больше внимания. Потому что, если у тебя есть какие-то загоны по поводу того, что тебе кажется, что твоему полу уделяется меньше внимания, а потом больше, алгоритмы YouTube, алгоритмы интернета все равно подстроят тебя, они будут давать тебе посмотреть то, что ты хочешь. Соответственно, и ты будешь в этом убеждаться, тебе будет казаться, что все общество, оно вообще построено так, что вот освещается больше или меньше. Поэтому, да, сейчас в зависимости от... Человек сам подстраивает под себя, что ему показывают. Я с ним тоже не согласна. У каждого есть выбор, я тоже услышала, да, то есть я выбираю то, что мне нужно смотреть. Статистику я не веду, кого показывает больше, мужчин или женщин, я смотрю то, что мне интересно. И да, если мне интересна женщина, например, которая сидит с детьми, я могу посмотреть какое-то интервью с ней. Я просто думала об этом, да, мне будет интересно, почему она так делает, может, какие-то ее мысли может узнать. Или, например, какой-то бизнес-вумен, или вот какие есть качества у человека, и которые бы я хотела бы, например, приобрести навыки. Вот. Для меня это интересно смотреть на людей, как на личность, не на мужчину и женщину. То есть я выбираю смотреть на интересную личность, наверное. Вот в этом, наверное, смысл. Есть, например, такой, это скорее мемный, но тест Бекдель измеряет фильмы, если в фильме есть 2 женщины, героини, у них у обоих есть имена, и у них есть, по крайней мере, там, они разговаривают между собой 1 минуту о чем-то, кроме мужчин, и статистика показывает, что таких фильмов сейчас все еще где-то половина, которая проходит такой тест. Это измеряется самые, топ-500 где-то фильмов в Америке.
Но при этом, с другой стороны, те, которые тест этот проходят, они становятся самыми кассовыми, потому что за такое хотят как бы платить, потому что женщины покупают уже фильмы и так далее. И поэтому мы видим рост, собственно, в последнее время спроса на такие фильмы. Но и как бы общество и люди, которые покупают эти фильмы, не росли где-то в вакууме, они все росли на, собственно, культуре, которая вся о мужчинах, и поэтому они это привыкли видеть и ожидают увидеть в следующих. Тут тоже сложно так говорить. Логично. Я просто про то, что в какую камеру смотреть. 4-й сезон Рика и Морти, 6-я серия, значит, тест, как он? Не рассказывай, не пойду. Да, там просто, вот после этого, на самом деле, после вот этой, этой гениальной иронии, сатиры на вот все, что происходит, за 2 минуты удалось простебать кучу стереотипов, после которых, я не могу серьезно вот к этому тесту, например, относиться, потому что это надо посмотреть для того, чтобы мы были в контексте. Вот если вы не смотрели, то разговор не так пойдет. Да. The amount of opportunities you get varies on which side you come from. Например, взять работу. Женщинам гораздо сложнее продвигаться и по карьерной лестнице, так как есть липкий пол, стеклянный потолок. Мы матери будущее, и поэтому, когда мы приходим на работу, мы можем столкнуться с такими вещами, как нас могут не взять на какую-то должность, потому что мы должны будем родить, поэтому у нас не будет какое-то определенное количество времени, будем в декрете, и как дальше работать на этой должности. Это если взять работу. Еще статистика о том, что женщинам на тех же должностях с той же работой платят в среднем меньше, на 20% в Украине и во всем мире также. В принципе, собственно, я подумал о беременности, потому что тяжело ее избежать, если уже все-таки природа берет свое. Действительно, женщина может, собственно, выпасть из работы, и работодателю, так как ему надо платить зарплату, ему надо платить налоги, его задача обеспечить выживание фирмы, зарплату, чтобы всем остальным были. И, конечно, не хочет, чтобы кто-то выпадал. И в этом случае, действительно, мне кажется, возможности больше мужчин получают. Чуть-чуть, в каком-то проценте небольшом. Если мы говорим про возможности, то мне все-таки кажется, что человек, конкретная личность, сам ищет возможности. Как это, беременности нельзя избежать. Я просто там немножко ухмыльнулся, потому что, я представил, как беременность бегает просто, если человек хочет, он может ее избежать, вполне себе, если ему интересна карьера. Часто, без разницы, собираешься ты рожать или нет, он просто сразу не хочет брать девушку, потому что у нее есть такая возможность гипотетическая. Я не думаю. Ты с таким сталкивалась? Лично? Я особо. Это... моя подруга сталкивалась. Понятно. Нет, Сейчас, потому что она девушка. Я студентка, если что. На мой взгляд, измерять количество возможностей количеством вообще не совсем... Допустим, у мужчин 757 357 вариантов возможностей, у женщин 453 257 вариантов возможностей. Основная проблема в том, что ни один из нас не хочет и не способен реализовывать те возможности, которые будут жизнь много. Да, возможно, где-то в Африке, в каком-то племени, там чуть поменьше возможностей, чем у нас с вами. Но реально мы не хотим и не реализовываем сотни возможностей, которые у нас есть. И вот проблема в этом, как реализовать мне свои возможности, а не в том, у кого их больше, у кого их меньше. Если у кого-то 500 тысяч, у кого-то 400 тысяч, ни один из нас не сможет их даже попробовать реализовать. Какая разница, если я хочу быть классным айтишником, программистом, я девушка, я сделаю так, что я всех обыграю, если этого хочу. А тебе придется работать тяжелее. Да мне все равно, что не придется. Мне все равно, я обыграю всех. В школе, что математика. Мне все равно. Возможность действительно есть, но чуть-чуть больше экстра усилий. Окей, но если я хочу... Еще раз, количество возможностей никак не влияет на жизнь нашу с вами. В Африке, возможно, в племени это влияет. Предвзятое отношение к женщинам влияет на меня, на нее, на нас всех. Тут взять, например, тот же Forbes какой-нибудь, допустим, да, и взять тех людей, которые стали миллионерами, миллиардерами. У них что? Они выросли из богатых семей, у них было много возможностей? Или им было сложно, они многое преодолевали, и они реализовали свою одну возможность или два? Американцы, например, американские мужчины или тоже европейские. Это еще раз, они из сложного пространства и выбирались, и реализовывали один шанс, или два шанса, или три шанса. У них было много возможностей? Нет!
им просто было надо, и они шли. Ну, окей, да, я готов признать, что, наверное, женщинам в обычной повседневной жизни сейчас в Украине больше палок в колеса ставят при построении карьеры. Но есть положительная тенденция. И, опять же, статистика отстой в этом плане, что нужно каждую ситуацию разбирать отдельно, что они не существуют нигде в вакууме. Там так или иначе есть какой-то партнер или семья, которые могут помочь какую-то ситуацию регулировать, что-то где-то как-то. Может, у того человека, который дискриминирует, у него был отрицательный опыт из-за того, что его где-то кинули вот так вот. То есть, да, мне кажется, главное здесь, что есть положительная тенденция. У меня был случай, на самом деле, когда я нанимал девушку, которая вот недавно родила, продавцом онлайн. Она работала из дома без проблем, но я понимаю, что она не знаю, как с этим справиться. Я не помню, как мы там сложилось в итоге, но смысл в том, что ребенок у нее периодически в трубке во время разговора с клиентом кричал, было слышно прям. Конечно же, это недопустимо, это всем понятно, никто не хочет общаться с поддержкой, и слышишь крик ребенка, это странно, да? И тут и действительно это тяжелее, ей надо что-то придумать, как-то, где-то, то есть как это делать, я не знаю, я решал эту ситуацию, если бы я дома сидел с ребенком, который кричал, мне надо зарабатывать, но раньше менял профессию, если мне не нравится, а если мне хочется говорить, как-то коммуницировать, у меня к этому, то есть, и это действительно экстра нагрузка, ей надо чуть-чуть больше что-то придумать, она может работать, все, если говорить про экстра, да, надо, но, возможно, сильно ли это прям вообще ограничивает? Не так сильно, можно реализоваться. Вот называется вторая смена, когда на женщинах, кроме обычной работы, еще и работа по дому, быт, есть какая-то есть проблема, да. Но это все должно решаться. Это, я считаю, женщины неправы, если они позволяют себе, если они заводят отношения с таким партнером, впоследствии который такой: я на диване лежу вот здесь, а ты просто помой посуду. Я бы сказала, что общество скорее виновато, которое вот так воспитывает людей. Так нет же, окей, тяжелее, проще найти человека, который вот такой, общество говорит, что у тебя должна быть вторая смена, а у мужчины не должна, поэтому я на работе работаю, я могу ничего не делать, а ты должна что-то делать. Ничего же ей не мешает уйти в этом плане, то есть здесь же, это просто не... Возможно, я молод, я маленький ребенок, но ничего не понимаю в этой жизни. Но если тебе некомфортно в браке, допустим, или вообще в отношениях, по какой-то одной из причин, если одна из этих причин быт, и человек не хочет ничего делать, то, наверное, ему все равно на тебя. Наверное, он упрямый, ему кайфовый, поэтому... Мы впитали что быт на женщине, и мы можем просто не понимать, не замечать. Это родители говорят. Тогда если женщина не уйдет, вот это конкретно, она это поощряет. И она это поощряет, и у него это еще больше закрепится в голове. У них появятся дети, и они передадут то же самое следующему поколению. Тогда, есть вторая опция, она от него уходит, он думает: так, хорошо, она от меня ушла, значит, или я найду женщину, которая будет, которая окей, вот так вот, и если им обоим окей, вторая смена, ей, а может даже она от этого кайфует, то если он найдет такую женщину, которая кайфует, то всем хорошо, он там все, а если нет, то он такой: может быть, я должен что-то поменять в себе, может быть, я был неправ, и тогда он перестроится, человек станет лучше, какой-то отдельный человек станет лучше, это уже хорошо, и тогда какому-то следующему поколению не передастся вот эта закостенелость в голове. Поэтому по-другому вопрос: готов ли ты после работы приходить, готовить и убирать в доме, а твоя женщина тоже будет на работе, но потом приходить и не будет? Или разделять. Так можно же разделять эти все. Не все согласны не это все делать. да, если так говорить, Тебе нужны все мужчины или тебе один нужен? Один нужен. Найди того, кто согласен с тем. Нет, все хорошо. Можно вообще Я кушать понимаю, в но кафе, мы... в ресторане и вообще не готовить. мы говорим про ситуацию, что глобально, конечно. Мы сейчас глобально о себе сейчас говорим. мы живем, потому что страдают ли женщины от этого? Конечно, больше нагрузка на них. Если у них опции поменять что-то, есть, они их не используют, потому что боятся. Потому что Они женщина все совсем в курсе, что так можно даже. Это вопрос в образовании тоже. Почему женщины не уходят? Смотри, если женщина убирает, она не работает, тут у нее только быт, то она зависит... Тогда это первая смена. Окей, хорошо. Но все равно она зависит от мужа экономически, и уйти сложно. Если ты зависишь
Как ты просто возьмешь и уйдешь? Если и там домохозяйкой не окей быть, то женщина же тоже должна была думать, когда она себя в такие рамки засовывала, как мне кажется. То есть, можно же понимать, так, а какой есть альтернативный вариант, если там через 5 лет окажется, что он мудак? Может быть, да, такое? Что я буду делать? Если ты не подумала об этом, Все могут об этом подумать, потому что нельзя типа это перекладывать норма, так знаешь, это если есть тогда проблема. Тогда они не подумали, знаешь, как она может до этого да, тут дойти я понимаю снова? девочек в плане того, что действительно социум, уже мы живем в таком социуме, где ты этой опции даже не думаешь об этом. Даже в Да, школе. Ты видишь, что твоя мама работает по дому, ты видишь, что соседки все работают. Это очень сложно. Грубо говоря, не все могут можно пойти. Тебе делать. могут Можно судить, было. а почему ты не убираешь? Ты что, ты И плохая отношения женщина? общества, не все с ним справятся. Это нормально, Да. что не все с ним справятся, потому что Да. всё равно Ты не это настоящая женщина. окей. I believe women are being sexualized more in our society. На мой взгляд, поскольку больше контента и больше информации производят мужчины, то это нормально, что больше информации о сексуальности и этом вопросе в информационном поле о женщинах. Но мне кажется, что и в голове мужчины больше женщина воспринимается как сексуальный объект. В голове женщины больше мужчин воспринимается как сексуальный объект. Все очень просто, очень понятно. Когда будет больше контента делать женщины, тогда будет наоборот. Сейчас пока так. Я считаю, что это ненормально, когда женщины представлены в рекламе, например, как сексуальный объект. И, собственно, мы видим это повсеместно в медиа, в СМИ. Но мы не можем отрицать природу мужчины и женщины. А какая Влечение, мы можем гормоны, говорить- мы же не можем, мы будем хотеть мужчин, мужчины будут хотеть нас, и Это мужчины ж о другом. раздетые в рекламе больше, чем женщин, или столько же? Хотелось, чтобы было побольше? Нет. Нет, потому что это дегуманизирует женщин. Это дегуманизирует женщин. Это выставляет их как только объект для каких-то мужских утех. Это ненормально. Опять же, Мы на чем люди, мы фокусируемся? можем контролировать свои мысли, свои действия. У нас нет инстинктов. У людей нет инстинктов. Мы можем контролировать то, что мы делаем и производим. И можем, как, например, компании какие-то, которые делают рекламу, понимать, как эта реклама влияет на культуру и на общество. И поэтому как-то просто не делать такой рекламы, Хорошо, например, а которая есть такой вредит момент, людям. я тебя перебиваю, извини, что женщина, может, каким-то нравится сниматься в такой рекламе, заниматься таким? Вопрос даже не в этом. Во-первых, я не думаю, что это как-то можно отличить, где ее желание, где не ее желание. Вопрос в том, как это влияет на общество, на женщин других. Это опять-таки... Это мы говорим, значит, о нашем здоровом обществе, получается. То есть это воспитание наше, это опять же здоровое общество. То, что это воспитывает и подпитывает отношение к женщинам как к какому-то объекту. Что она только создана для секса. И это влияет на всех женщин в обществе. А с другой стороны, мужчина не воспринимается как только объект для зарабатывания в большей степени, чем женщина. Есть такое Да, стереотип. конечно. То есть тут один-один, да? Не, хорошо же быть человеком, который как раз Хорошо же для считаться зарабатывания. более разумным, более сильным, более самостоятельным, чем слабым объектом для утехи и обслуживания. По-моему, да. Сексизм в рекламе, и там контент всегда есть. И они так и написали, как жаль, что у нас так много для вас контента. И то есть Там это действительно женщин больше Очень используют. реклама, с одной тема стороны, сексуальная, использует стереотипы, которые существуют в обществе, с другой стороны, она и формирует их, и влияет на это общество. Это как ком, он сам да. себя накручивает. И если посмотрим на рекламу, о ней говорим, то репрезентация женщин там такая скудная. Это или какие-то матери, домохозяйки, жены, или сексуальный объект. И по сути все в общем целом. Появляется новое, но этого в процентном соотношении поэтому мало. относятся несерьезно в общем к женщинам. Согласен. Если мы говорим в целом о конфликте между мужчиной и женщиной, что есть мужчины, которые подавляют женщин, в информационном поле, по-разному, и женщин не хватает здесь прав. Окей. А есть другой факт, и это факт, что статистика, всем любимая статистика, что 70% семей, дети растут в неполных семьях. То есть 70% разводов в первые 5 лет совместной жизни.
Что это значит? С кем дети остаются, как правило? Женщины. Женщины. Кто воспитывает этих мужчин, которые потом ненавидят женщин? Пару. Кто их создает такими? И как мне не стать такой женщиной, которая вырастет такого мужчину, который будет ненавидеть и мстить всем женщинам, в лице, видя свою маму в каждой женщине? Интересная мысль. Вот примерно поэтому феминизм нужен, и нужен в том самое главное для самих женщин, чтобы они понимали, что можно по-другому. Да, классно, только в этом процессе, в этой игре в феминизм мы постоянно тыкаем пальцем и говорим, вот там, в обществе так не мечтают, Я и мы не думаю, смотрим что сюда. Я как феминистка лучше знаю, что это такое, чем вы, и вы, наверное, немножко Ну не да, это правы. как раз про неравенство, да, то есть я лучше знаю, кто-то лучше, кто-то хуже. Ты не знаешь, сколько я знаю, ты не чувствуешь, что я знаю, что я не ощущаешь меня. Ты Вот уже здесь я сравниваешь. уверена, что я лучше понимаю, что это Да, такое. мы все заблуждаемся, все люди заблуждаются и ошибаются, и ты тоже человек, тоже можешь ошибаться, и даже здесь. Well, that's it, guys. Thank you for coming, and I hope somebody learned something new this time around. Thank you very much. You can hug if you want to hug, or you can just say goodbye. Goodbye. Щечек можно отбить, потому что коронавирус не напомнил, обниматься. Отстойно. I believe you like what you just saw. I think this episode actually mirrors our world today where we have conflicts between men and women. And I believe that men and women need to sit down together and have a conversation. You know, men and women actually, no one is actually more important than the other. I think the moment we realize that we complement each other through our uniqueness and through our differences, I think the world becomes a better place. Thank you guys for watching this episode. Don't forget to subscribe. If you'd like to be part of our future conversation, if you'd like to be a speaker, you can contact us and follow us on Instagram, so we're going to share more on future episodes. Thank you once more for watching this episode. Subscribe and see you next time.